Привет! Наверняка многие из вас знают про такие операционные системы, как Windows XP и Windows Vista. Отличий в них довольно много, начиная от новой версии ядра Windows NT, заканчивая свежим взглядом на дизайн системы и новой политикой управления приложений на вашем компьютере. Хоть вторую операционную систему не сильно тогда оценили ввиду слишком серьезных требований к тогдашним компьютерам по сравнению с Windows XP, но Vista стала серьезной основой для создания легендарной Windows 7. И если честно, одним холодным декабрьским вечером я вдруг задумался о том, а какой путь-то прошла Vista, чтобы стать такой, какой мы ее знаем и видим сегодня. И естественно, она бы не была такой недооцененной, как та же семерка, будь компьютеры тогда чуточку мощнее. Сейчас это, конечно, не проблема, и Vista в нашем сегодняшнем понимании работает так же шустро, как и ее преемник. Но название Vista было придумано не сразу, но все-таки теперь давайте разберемся, что мы будем делать в этом ролике. Во-первых, мы рассмотрим историю создания и развития Windows Longhorn, как она появилась, как выглядели и работали ключевые сборки. Узнаем, почему произошла перезагрузка проекта и почему было изменено название, а также выясним, что мы из всего этого имеем в итоге. Первое упоминание разработки нового поколения операционной системы Windows датируется аж 2002 годом, практически сразу после выхода первой версии Windows XP, которая вышла 25 октября 2001 года. Уже тогда велись работы над принципиально новым интерфейсом проводника, стремящегося облегчить работу с компьютером новым пользователям. Одним из его компонентов является новая тема оформления Plex. Да, на тот момент она была довольно сырая, многие компоненты, если и работали, то в совершенно любой момент могли дать сбой. Однако стоит учитывать, что тогда разработка еще только начиналась. Люди в Microsoft не волшебники, которые могут произнести какие-либо заклинания и сделать все за один день, да и чтобы это все работало как часы. Такое, кстати, продолжается по сей день. Также в этой версии уже начиналась активная работа над боковой панелью Windows, которая будет присутствовать в финальных версиях Windows Vista и Windows 7, но позже будет убрана Windows 8. Сборок Longhorn существует очень много, но в сети присутствует только 34 сборки этого проекта. А в этом ролике будут показаны только самые основные и, так скажем, насыщенные на нововведение сборки. И я считаю, что можно начать. Перед вами рабочий стол Windows Longhorn с кодом сборки 3663. Данная сборка сделана на основе Windows XP. Учитывая мною вышесказанное, вы можете задаться вопросом, а где же эта ваша новая тема Plex, которую вы обещали показать? Скорее дело в том, что тогда Microsoft очень боялись того, что если сборку Longhorn все же сольют в сеть, то конкуренты доберутся до дизайна и начнут копировать его. Хотя погодите-ка. Поэтому компания решила повременить с добавлением новой темы в систему. В этой сборке по сравнению с Windows XP уже были применены некоторые изменения в виде измененного экрана приветствия, количества значков на панели инструментов в проводнике, и появились некоторые фичи по типу показа количества заполняемости жесткого диска. Ядро версии Windows NT с версии 5.2 перешло на новую ветку 6.0, а в свойствах системы говорится, что мы имеем дело с версией 200X, то есть даже в Microsoft, скорее всего, не могли понять, когда эта новая система увидит свет и выйдет в массы. Но, увы, мы можем довольствоваться лишь скриншотами этой сборки. Да, и ходят слухи о том, что эта сборка, скорее всего, имеет вероятность подделки, и факт того, что данная сборка системы подлинна и действительно была скомпилирована Microsoft, не подтвержден. Но тема Plex окончательно появилась в сборке под номером 3683, которую вы в данный момент можете лицезреть на своих экранах. Сборка 3683 вышла 23 сентября 2002 года. Кроме новой темы оформления, в этой сборке появилось огромное количество новых изменений и функций. Например, изменена музыка первоначальной настройки, но сам дизайн остался прежним из Windows XP. Слегка обновлен стандартный браузер и движок Internet Explorer. Пробный период использования Windows без активации временно снизился с 30 до 14 дней. Обновился проводник и панель инструментов. В меню «Пуск» появился пункт «Мои устройства», который показывает список подключенных устройств к компьютеру. Клавиатуры, мыши, флешки, сетевые адаптеры. Появился Desktop Composition Engine, или же прародитель Windows Aero, или же диспетчер окон рабочего стола. Но в данной сборке оно не делало контур окна прозрачным или с каким-либо эффектом стекла. Оно делало слегка прозрачным полностью все окно. Это по умолчанию выключено и через интерфейс его включить нельзя.
Бытует мнение, что оно было не включено по умолчанию только из-за того, что этот движок был совершенно нестабильным. И выглядело это все вот так. Скорее всего, нужны полноценные драйвера под видеокарту, но о драйверах в Longhorn мы поговорим позднее. Изменилось окно настроек рабочего стола. Оно было сделано с нуля и адаптировано к стилю Plex. И то оно недоделано, бывает. Появилась WinFS, которая должна была стать заменой NTFS. Но в этой сборке он содержит мало интерфейса, и на первый взгляд кажется службой, которая уж очень много ест оперативной памяти и слегка нагружает процессор. WinFS – платформа управления данными и метаданными, тесно взаимодействующая с файловой системой NTFS. Ее фишка заключалась в том, что все файлы, которые хранятся на диске, отсортированы и структурированы на категории автоматическим или ручным способами, будто ярлык, папка, фотография, видео и так далее. WinFS еще могла искать файлы и папки не только по названию, но и по их содержанию. Впервые появилась боковая панель Windows. По стандарту здесь пусто, однако можно установить гаджеты по типу списка программ и часов. И самое интересное, здесь есть гаджет виртуальных рабочих столов. Да, эта функция из Windows 10 2015 года была уже именно тогда, в 2002 году. Естественно, вместе со всеми нововведениями также идут и доработки по программной части. Тот же самый проводник стал вести себя куда более адекватно и корректно. Но все же баги и недоработки в большинстве своем также присутствуют, но уже другие, так как старые исправили. Конечно же, от бета-сборок какой-либо стабильности вряд ли можно ожидать. Идем дальше. Спустя некоторое количество сборок, изменения в которых были не такими значительными, выходит сборка 4015. Она вышла 28 марта 2003 года, и в ней уже есть вполне весомые изменения. По сравнению со сборкой 3683, кроме измененного дизайна установщика, мы имеем полностью переделанный процесс установки. Он стал намного быстрее и теперь использует технологию Vim, Windows Imaging Format, который, кстати говоря, используется и по сей день, в том числе и в Windows 11. Полностью переделан экран загрузки и входа в систему. Удалена первоначальная настройка. Слегка переписана работа Explorer.exe, которая отвечает за работу рабочего стола и является проводником Windows. Но результатом переделки проводника на .NET являются огромные утечки памяти в совершенно любых местах. Появилась начальная реализация функции родительского контроля. Там вы можете наложить ограничения на запуск игр, рейтинг которых входит в группу ограничений, и назначить фиксированное расписание на разрешение использования системы. К примеру, разрешить пользователю с именем Максим использовать компьютер только по пятницам с 12 до 15 часов дня. Был убран новый дизайн настроек рабочего стола. Снова преобразился дизайн проводника. Улучшена работа Desktop Composition Engine. Появились такие фишки, как 3D View и карусель в диспетчере устройств. Появились так называемые библиотеки. Библиотека музыки, фото, видео, документов и игр. Кроме меню пуск, так называемые библиотеки. Появились так называемые библиотеки. Библиотека музыки, фото, видео, документов и игр. Кроме меню пуск, так называемые библиотеки теперь стали доступны и в папке «Мой компьютер». И прочие новые мелкие функции. На этом нововведения по сути и закончились. Лично я во время пользования системой почти сразу заметил некоторые забавные баги. Практически невозможно сделать выход из своего пользователя. Выход работает как когда. То она выходит мгновенно на экран приветствия, то вообще выходит очень медленно, и сама система начинает тормозить, то совсем никак. После установки системы и первого входа в учетную запись сразу посыпались окна об установке драйверов к различному оборудованию. Но это можно понять, система хранилась в Vim-образе и была отвязана от устройств, и по сути может установиться на совершенно любой компьютер того времени. Но можно ли считать нормальным то, что установка системных драйверов каждый раз сопровождается окном о том, что драйвера не проверялись на работоспособность, не имеют подписи и могут быть опасны? Windows де-факто не доверяет своим же драйверам. Хотя, с одной стороны, это уже не Windows XP, но еще не Windows Vista, и драйвера были попросту не обновлены до актуального на тот момент состояния. И прочие мелкие графические баги, на которые я заострять внимание не буду. Впрочем, если отбросить недостатки и посмотреть на новый стиль Plex, который постепенно применяется по всей системе, то результат вполне хороший, симпатичен. Но пора идти к следующей ключевой сборке.
Итак, настала очередь сборки 4074. Она вышла 25 апреля 2004 года. В сборке полностью сменили стандартный шрифт на новый SIGUI, который используется и в Windows Vista, и в Windows 7, и вообще аж до выхода Windows 11 в 2021 году. В системе произошел редизайн иконок, и в этот раз они уже стали отдаленно напоминать окончательный вариант. В этой сборке был полностью переделан дизайн установщика. Он теперь не в синих тонах и стиле Plex, а в темных и желтых тонах с новой стилистикой, которая называется Jade. И в этой сборке впервые появилась полноценная аэро и эффекты к нему. За это отвечает новый компонент под названием Desktop Window Manager, который пришел на замену Desktop Composition Engine. Однако, чтобы его включить, опять же, нужно установить видеодрайвера и, так скажем, подолбиться с ключами в некоторых частях реестра и редактирования файла aero.msstyles. Но поверьте, лично мне кажется, что это стоит того. Появился Buddy Matchmaker, программа для проведения совместной игры с одним или несколькими друзьями онлайн. Также здесь содержатся концепты приложений, справочной системы, регулятора громкости, планировщика задач и мастера добавления игр. Выглядят они, конечно, не супер красиво, но вполне понятна суть дизайна, который они хотели воплотить в массы, но так и не смогли. В этой сборке имеется еще и новый экран загрузки, но показывается он только тогда, когда драйвера поддерживают LDDM. К ней мы вернемся позднее. Из багов опять присутствует утечка памяти через некоторое время, в частности из-за новой функции WinFS и боковой панели рабочего стола. В безопасном режиме абсолютно странное поведение в Explorer.exe, а самое, по моему мнению, смешное — это сломанная функция создания папок. Да, по стандарту здесь не будет работать функция создания папок через проводник. В списке создать пункта папка попросту не будет. Это исправляется добавлением одного раздела реестра или созданием папки через командную строку, но все же для меня это забавно. Ох уж эти беты. И вот на этом моменте хорошо бы подошла реклама каких-нибудь там игр, онлайн-университетов и прочей там бурды, короче. В общем, канал без рекламы вообще. Я хочу сказать, что вы можете меня поддержать. Ссылка в описании есть через DonetPay или же какой-нибудь там другой способ. Там будет ссылка на телеграм-канал со всеми реквизитами. Вы можете сказать свое спасибо вот именно в таком формате. Можете просто комментарий написать. Можете лайк оставить. Можете подписаться. Вижу огромный фидбэк. Это классно. В общем, канал без рекламы. Я продолжаю. Не хочу задерживать, поэтому возвращаемся к теме видео. Вроде как начало положено, но что там я говорил про само кодовое название системы? В переводе с английского Longhorn означает длинный рог, и само название никак не является выдумкой. Обычно Microsoft брала за кодовые имена те места, в которых активно отдыхали работники одноименной корпорации. Longhorn на самом деле это сеть стейкхаусов в США. И именно тот, который стал прототипом названия, располагался между вершинами Уистлера и Блэккомба в Канаде. Получается такой треугольник, да? Разработка шла своим чередом. Выходили, тестировались новые сборки, вроде бы все отлично, и наконец-таки этот продукт увидит свет. Но не тут-то было. К концу 2004 года команде разработчиков Windows стало ясно, что они теряют ориентир того, что должно быть в новой операционной системе. Некоторые сотрудники Microsoft даже называли этот проект вторым Cairo или Cairo.net, вспоминая про проект Cairo, который так и не был реализован, а его функционал был распределен по другим продуктам, таким как Windows 95 и Windows NT 4.0. Но еще больше шокирующей новостью для мелкомягких стал выпуск macOS X 10.4 под кодовым именем Tiger, из коробки заимевший часть функций, которые должны были быть в Longhorn. Но Тигр был стабильнее и надежнее, нежели длинный рог с его утечками памяти и полнейшей нестабильностью. Из-за всего этого Microsoft и принимает решение начать проект Longhorn с нуля уже не на ядре Windows XP, а на серверной версии Windows XP, Windows Server 2003, и в конечном итоге со временем так и появилась Windows Vista. Окей, хорошо, перезагрузка произошла, проект начал перестраиваться снова, с нуля. И какие интересные сборки содержит эта ветка Longhorn, которая же по сути Vista? Давайте посмотрим. Билд 5048 является первооткрывателем эры перезагрузки. В нем в первую очередь пересмотрели политику доступа приложений на уровне системных вызовов ядра. Если в той же Windows XP любое приложение могло сделать все что угодно в системе на уровне ядра,
а права администратора выдавались без каких-либо предупреждений, то в Windows Longhorn был принят перечень решений, способствовавших усилению безопасности компьютера под управлением данной ОС. Эх, прощай, Star Force. Ой, ща потыкаю в игру. На часок-другой. Опа. А тут игра что-то не работает. А что у вас за система стоит? Бета-висты, а что? Да блять! Опять эти Microsoft систему перелопатили, чтобы ни у кого ни хуя не работало. 2005 год. Осуществлена перезагрузка проекта. Выходит сборка Windows Longhorn под номером 5048. Установщик системы не претерпел никаких изменений за исключением одного. Компьютер теперь обязан был иметь для установки как минимум 256 мегабайт оперативной памяти. А в целом, сам процесс установки никак не отличается от того, что был в сборках до перезапуска. Ладно, идем дальше. Первое, что можно увидеть из значительных изменений, это переделанный загрузчик системы. На смену NT-Loader или же NTLDR из Windows XP пришел Windows Boot Manager, который де-факто остался и сегодня, но с уже измененным дизайном. Проще говоря, в тот момент в историю ушел загрузчик, выполняющий свою задачу вот уж со времен Windows NT 3.1. Хоть и назывался он тогда как OS Loader, но де-факто внутри они были почти одинаковы. В этой сборке впервые появился такой инструмент, как оценка производительности системы. Этакий бенчмарк от самой Windows. Но толку от него, естественно, маловато будет. Однако в этой сборке она не работает, что неудивительно. В плане дизайна слегка произошел откат. Это, конечно, мало заметно, но некоторые иконки из времен Windows 95 вернулись обратно. Также вернулся некоторый функционал из старых сборок Windows Longhorn. Сборка 5048 – первая сборка Windows, которая обязательно требует включенную технологию ICPI в BIOS вашего компьютера. Но требует ее не сама система, а Windows Boot Manager. Если ваш компьютер ее не поддерживает или происходит какая-либо неполадка с загрузкой, то вместо загрузки появляется экран с ошибкой, который люди прозвали как «красный экран смерти». Но, хвала небесам, в финальной версии Windows Vista от такого цвета экрана ошибки отказались. Теперь он тоже был черный. Здесь изменилась панель управления и получила сортировку элементов в классическом варианте. Ну почти. Windows Media Player обновился до 10-й версии. Также был представлен здесь Sync Manager, позже известный в русской версии как центр синхронизации, а компьютер у нас потихоньку начали отжимать. То есть к чему я это? Название «Мой компьютер» в системе теперь зовется просто как компьютер. И наконец, что по Windows Aero? Здесь он включен уже по умолчанию, без танцев с бубном, если у вас есть видеокарта, поддерживающая LDDM, а это Longhorn Display Driver Model, предшественник технологии WDDM. Windows Display Driver Model, и содержит два варианта аэротемы. WDDM – это архитектура графических драйверов под Windows, начиная с Vista. Технология пришла на замену архитектуры драйверов Windows XP и нацелена на повышение производительности графики, быстродействия и функциональности. Не обошлось в этой сборке, кстати, без удалений. Здесь подчастую удалили интернет-игры MSN, туториал по Windows XP и NetMeeting. Стабильность этой сборки выше всех похвал, без сомнений. А теперь я считаю, что нам пора двигаться дальше. Настала очередь сборки 5219, вышла она 30 августа 2005 года. И эта сборка уже полностью именует себя не как Windows Longhorn, а Windows Vista. Это название уже станет окончательным. Это уже бета 2. Бета 1 рассмотрена здесь не будет, так как она ничего такого в себе интересного не содержит. Смотря на дизайн всей системы, здесь уже начинает прощупываться окончательный стиль Windows Vista. Здесь снова перелопатили установщик. Он теперь выглядит вот так. Как по мне, здесь хорошо подобран оттенок и сделан приятный цвет. Похоже на маленькие отголоски стиля из прошлой системы Windows XP. Как можно заметить, кроме слегка переделанного меню пуск, здесь появились приложения, которые входят в комплект Windows XP Tablet PC Edition. Издание Windows XP для планшетных компьютеров по типу игры Inkball, дневника Windows, приложения заметки и обучалок по работе с сенсорным экраном. Также появился медиацентр из одноименного издания Windows XP. Как уже можно понять, все приложения из специальных изданий Windows XP переместили в Windows Vista и по сути склеили все в единое целое. Стандартные игры в системе подверглись полному редизайну, но и появились новые игры по типу Purple Place, Mahjong и Шахмат. И не ври, что ты не играл в одну из них.
Однако, по сравнению со сборкой 5048 появилась одна потеря. Исчез пинбол. Это связано с тем, что игру попросту не смогли портировать на платформу x64, и поэтому они, тупо не заморачиваясь, удалили ее из стандартной поставки системы. Из нового здесь появилось новое приложение для резервного копирования Windows Backup, однако его внутренняя часть все еще старая, запускается приложение архивации данных из Windows XP. Появился контроль учетных записей пользователей. Он здесь называется User Account Protection. Выполняет функцию предотвращения каких-либо внезапных изменений в системе и практически каждый раз спрашивает о том, точно ли ты хочешь дать администраторские права и добро на изменение настроек или запуска приложения. По сравнению со сборкой 5048 здесь уже имеется множество новых аплетов в панели управления. Вспомогательный дисплей, позже будет известен как Windows Site Show, настройки индексации Windows Search, приложение для поиска решения проблем системы Solutions to Problems, настройки планшетного ПК из Windows XP Tablet PC Edition и Secure Startup, который позволяет шифровать разделы жесткого диска или целые накопители, и позже она станет известна как BitLocker. Стандартный системный скринсейвер теперь именует себя как Windows Vista. По сути, мы уже приближаемся к концу, и совсем скоро мы увидим уже окончательную Windows Vista. И наконец, последняя сборка — это Windows Vista Build 5456. Который имеет приставку PreRC1, то есть это первый предварительный кандидат на публичный релиз. Была скомпилирована 20 июня 2006 года, бета-тестеры получили ее на 4 дня позже, 24 июня 2006 года. Вот здесь уже ярко красуется почти готовая и окончательная вариация дизайна Windows Vista, даже на экране установки системы. Во время установки системы можно заметить галочку «Автоматически активировать Windows» при первом подключении к интернету. Здесь уже применена новая система активации, где валидность ключа проверяется и сравнивается с серверами Microsoft. Если где-то какой-либо ключ публично вставляется в сети и в Microsoft это узнают, то со стороны сервера данный ключ просто аннулируется для новых активаций, и больше каким-либо образом публичный ключ активировать не сможете. Со стороны сервера будет просто посылаться отказ. Если во время установки вы ключ не указываете, то вас ждет пробный период в 30 дней, при истечении которых вам просто будут сбивать настройки фона рабочего стола на черный цвет и постоянно сообщать об истечении лицензии. Но в нашем случае у нас пока еще бета-сборка, поэтому пробным периодом насладиться не удастся, и нам обязательно нужно ввести ключ, как бы нам этого не хотелось. В целом, дизайн установщика уже вполне себе похож на окончательный вариант, за исключением некоторых мелочей. После прохождения первого этапа нас встречает экран загрузки просто с прогресс-баром, чуть ниже с простой надписью Windows и копирайтом. После прохождения остальных этапов и попутного ожидания нас встречает быстрая оценка производительности и ОБЕ, первоначальная настройка. Да, фон слегка кривоват, но это не имеет значения. Он в точности похож на тот, который есть в финальной версии Windows Vista, кроме последнего этапа, где написано предложение «Мы готовы, чтобы начать» и кнопка «Пуск», который при этом нажимается как в панели задач. Проходит время, видим первую версию анимации входа Windows Vista и слышим звук приветствия. Из Windows XP. Да причем целых 2 раза. А оказывается, системные звуки еще из Windows XP. Ну, окей. Первое, что бросается в глаза, это совершенно новый дизайн системы и новая боковая панель. Как говорится, не опять основа. При первом подключении к какой-либо сети появляется всплывающее сообщение, которое спрашивает о типе подключенной сети – домашней или публичной. Новый дизайн имеет название Aira, и он является уже окончательным дизайном для Windows Vista. Однако в последующих мелких сборках ее снова переделают слегка, но смысл дизайна останется таким же. Однако, нам эффект прозрачности окон и всех аэроанимаций не удастся посмотреть, и причина этому очень банальна. Видеодрайвера в моем случае слегка сломали систему, вы только посмотрите на это. Баг видеодрайвера или же все-таки виртуальная машина дает сбой, сложно сказать. После установки видеодрайверов систему просто сильно колбасит, а после отката драйвера к стандартному система еще начала и вести себя странно, как минимум отвалилась вся панель управления. В системе подвергся изменениям медиацентр, и он похож на тот, который остался в оригинальной Windows Vista, Windows 7 и как опциональный компонент Windows 8.
Больше ничего тут значительного не появлялось. Система уже почти готова к релизу, однако баги все равно присутствовали, даже в обычных для юзера местах. Но до финальной сборки еще далеко, а до выхода Windows Vista на рынок осталось меньше полугода. Ключевые сборки наконец-то закончились. Как здесь работает софт? Да абсолютно по-разному, но в большинстве своем он работает либо с багами, либо вообще говорит о том, что система не соответствует требованиям и программы завершают свою работу. Но в бета-сборках какой-либо софт, который предназначен для финальной версии Vista и даже выше по типу второго сервис-пака, не заработает ни под каким предлогом. Пытаться что-либо делать в этом плане вряд ли имеет смысл. А есть ли смысл пользоваться ей сейчас, и был ли он когда-нибудь? Ха, серьезно? Бета-сборки это как минное поле. В одной сборке что-то работает, а в другой нет. Даже сборка 54-56, которая почти финальная, и то умудряется страдать багами. Поэтому как бы не хотелось, это тоже теряет всякий смысл. Или может быть я ошибаюсь? В итоге система получилась так себе, что в бета-сборках, что и в релизе. Мы имеем почти 5 лет мучений и страданий от корпорации Microsoft. И в результате этих самых страданий кое-как вышла Windows Vista. Пользователи ее не полюбили, не особо покупали и, естественно, часто критиковали Vista. Системные требования, DRM, плохая производительность, назойливая работа UAC, которая на каждый чих сообщала о получении прав администратора какой-либо программой. Потихоньку, конечно, выходили сервис-паки, решающие проблему с системой, но ими Microsoft особо не гордилась, выпускали втихую и без каких-либо особых изменений по функциям. Через 3 года вышла Windows 7, и вот ее внезапно уже сильно полюбили. Там переосмыслили панель задач, UAC стал менее назойливым, сама производительность стала намного выше и работа системы стала более корректной. К тому времени компьютеры уже стали мощнее, как минимум, чтобы вытягивать оляпистые стеклянные окна, да и сами по себе системы стали быстрее в плане работы с жесткими дисками, процессорами и адресами оперативной памяти. Но в то время Windows Vista была уже не нужна. Появилась Windows 7, которая уже была в обиходе почти сразу после релиза. Vista в свое время была слишком нова. Система вышла для корпоративных пользователей 30 ноября 2006 года, а для всех остальных стала доступна через 2 месяца, 30 января 2007. И вот эту систему мы детально рассмотрим уже в следующей части ролика. В следующей части мы рассмотрим систему Windows Vista более детально, сравним ее с релизной Windows XP, узнаем, что в ней нового по сравнению с Windows XP, выйдем в интернет, проверим современный софт и узнаем, можно ли вообще на ней жить в 2022 году. Не прощаюсь. А бляха-муха. Мои руки, они затекли. Капец. Ладно, продолжаем. Продолжаем.